Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы выполняем мини-проект. Или, другими словами, калькулятор вещей для кемпинга. В этой задаче у нас есть 4 селекта, и каждый из этих селектов отвечает за свою группу товаров, которые мы с собой будем брать. Например, я выбираю какие-либо выборы, нажму на кнопочку «Рассчитать» и увижу 15. Что означает 15? 15 – это общая масса всех товаров, которые я выбрал. На всякий случай у меня есть другая вкладочка, вот она. И здесь я ниже, видите, указал, сколько какая вещь весит. Если мы вот это вот будем пересчитывать, сок, томаты, лопата, футболка, то мы как раз и увидим, что их общая масса и будет 15. Также в этой задаче есть лимиты, то есть минимальный вес, который я с собой буду брать, и максимальный. Например, я делаю вот так вот, пересчитываю и получаю too light, слишком легкий. Почему слишком легкий? Потому что общая масса всех товаров меньше 11, ну то есть 0-10. Или же я сейчас выберу более тяжелые вещи, и при таком формате, когда нажму «Рассчитать», увижу уже такую ошибку. Она, в свою очередь, говорит о том, что масса всех товаров больше 32 килограмм. То есть мы делаем калькулятор, который считает общую массу всех товаров, которые будем мы с собой брать, и при этом у нас есть минимальные и максимальные лимиты. Также по задаче у меня есть HTML со всеми элементами и JavaScript. Вот он. Решение начну с того, что изначально подумаю, а что вообще мне потребуется для того, чтобы я решил данную задачу? Первое, самое очевидное, нужно получить значение каждого из селектов. Это я, кстати, уже сделал. Вот у меня есть 4 переменных, каждая из которых отвечает за свой селект. Дальше мне нужно считать. Значит, мне нужно брать значение из первого селекта, его вес, плюс вес второго селекта, вес третьего, ну и так далее. Хорошо. Если мне нужно что-то считать, то мне нужна переменная, куда я буду записывать данный результат. Сделаю переменную result, и у нее стартовое значение 0. Дальше начну уже по этапам просчитывать. Начнем мы с первого селекта. Я сделаю switch, возьму выбранное значение и пропишу в нем разные кейсы. То есть, что я буду сравнивать? Я буду спрашивать по факту с помощью свитча, а что мы выбрали в данном селекте. Если выбрали вот это, то нам нужно что сделать? Переменную result дописать, то есть плюс равно его вес. Его вес 2. Я таки пишу 2. Далее не забываем поставить break, что означает конец нашего кейса. Продублирую пару раз эти кейсы под такие элементы, как вот этот, торт, ну и последний наш. После чего мне нужно еще поизменять этот result. Ну, то есть вес воды у нас 2, ток 3, 4, 5, 8. Каждый элемент имеет свой вес, поэтому с помощью свеча мы так и понимаем, что и сколько кто весит. Далее. Мы решили эту задачу только для первого селекта, но у нас их в общем 4. А значит, я возьму, продублирую это еще 3 раза. Но при этом я буду сравнивать уже что? Другие селекты. Вот так вот я это вставляю и поизменяю вот здесь вот наши смайлики получаются. Вот у меня их перечень, я начну это делать. Поставлю видео на паузу, чтобы вам было быстрее. Сейчас я везде эти смайлики заменю вместе с циферками. Окей, я все заменил.
Если мы посмотрим, то увидим, что тут же стоят смайлики, которые соответствуют каждому из селектов, и также у них правильная циферка записывается в result. Ну, например, если это лопата, ее масса 5, или футболка, ее масса 1. Ниже, если я выведу консоль, нашу переменную result, открою вот так вот консоль, и, например, что я сделаю, ну, давайте сразу нажму на Calculate, увижу, что общая масса всех выбранных товаров здесь 6. И если же я что-то там поменяю, например, вот так вот сделаю, то при повторном расчете 15. То есть оно уже нам все это считает. Окей, но это же не конец задачи. Нам осталось это вывести на экран. У меня для этого уже есть вот такой вот tag, result tag, ну, по факту подключенный div в наш JavaScript. В самом низу я пишу следующее: result tag in.html равно наша переменная, в которой мы записали результат всех селектов. Будем проверять еще раз. Окей, окей, окей. Но это не тот вывод, который нам нужен. Если мы помним, то по задаче нам нужно вывести как? Вот такое слово. Тут общая масса товаров, которые мы выбрали. Я пока по дефолту напишу 25. И при клике я должен был увидеть что-то типа вот этого. Но вот эта циферка 25, она плавающая. Все зависит от того, какую массу я выберу. Значит, нам нужно что? Сделать так, чтобы эта цифра при выводе была плавающей. Ну, то есть result. Если я вот так вот напишу, то при клике я вот слово result и увижу. Но мне нужно, чтобы оно читалось как переменная. А если нужно, чтобы оно читалось как переменная, я буду использовать шаблонные литералы. Поэтому сначала ставлю косые скобки, а потом прописываю специальный синтаксис, знак доллара фигурный и нашу переменную result. В таком варианте эта запись считается как переменная, а это значит, что при клике, видите, оно у нас будет меняться в зависимости от того, какую массу я выбираю. Отлично. Но это еще не полноценный ответ. Нам нужно добавить проверки на минимальную массу и максимальную. Минимальная это у нас от 0 до 10, и значит я пропишу так. Я ставлю if наш result. Если result меньше равно 10, то это ошибка. В наш тег я выведу вот это. Ранее выше делал переменные, видите, вот она. Они отвечают за текст ошибки. Также добавлю еще else if, где буду проверять, не больше ли наша переменная, чем 32. Открываем, дублируем строчку, но другой текст ошибки. Слишком тяжелый. Вот так. Если же ни одно из условий не было выполнено, то есть ошибок нету, тогда отрабатывает else, а в else уже правильный ответ. Проверяем. Клик, клик. Слишком легкий. Хорошо. Выберем что-то потяжелее. Рассчитала. Еще потяжелее. Считает. Выбираем максимальную массу. To heavy. Отлично. Вот мы и решили данную задачу. Этот проект был несложным. Специально, чтобы вы расслабились после предыдущих сложных тем. Я думаю, вы, в принципе, легко с этим справитесь. Главное, не забывайте, как пишется switch и if. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.